Вы не можете торговаться с Богом. Возлюбленный Иисус, 28 июня 2005 года. Я есмь Иисус, пришедший к вам вновь. Сегодня мне бы хотелось остановиться еще на одной теме, которая может быть для вас полезной. И в то же время вы можете не придать ей особого значения в силу вашей увлеченности иллюзорным миром. Как всегда, ваше внимание следует за теми вещами, которые вас окружают в иллюзии. И вам очень трудно возвысить свое сознание и вырваться на тот уровень восприятия божественной реальности, когда все окружающее вас тускнеет и блекнет в сравнении с той красотой, теми чувствами и теми устремлениями, которые вы можете получить в нашем мире. Однако ваше положение в двойственном мире как нельзя лучше способствует вашему развитию и вашему продвижению. Есть точка на вашем пути, проходя которую вы уже не способны будете найти удовлетворение ни в чем, что вас окружает в иллюзорном мире. И основной нашей задачей и вашей задачей является достижение этой точки на вашем пути. Если вы сравните это с восхождением на вершину, то представьте себе, что вы карабкаетесь на голые скалы, проходите по узким ущельям и вдруг выходите на площадку, с которой вам неожиданно открывается такой завораживающий вас вид, что на ваших глазах проступают слезы. И вы понимаете, что ради того, чтобы насладиться этим видом, стоило карабкаться, стоило рисковать жизнью и стоило преодолевать себя. И вы понимаете, что ваша привязанность к тому миру, который вы оставили, постепенно растворяется, и вы сливаетесь с красотой окружающего вас мира. И нет больше ничего, что могло бы вас прельстить в том мире, который вы оставили теперь уже навсегда. Потому что, несмотря на то, что вы продолжаете ходить по физическому миру, вы больше не принадлежите ему. Нет в вас ничего, что было бы от этого мира. Нет в вас никакой энергии, которая бы притягивала вас к миру иллюзий. Однако вы продолжаете пребывать в вашем мире, потому что вполне осознаете, что очень много тех, кто нуждается в вашей помощи и в вашем опыте. Вы видите причину страдания людей
И вы видите, почему они страдают. И вы понимаете, как они могут избавиться от страданий. И несмотря на то, что вы говорите этим людям на очень простом языке, очень простые вещи, очень мало кто из них способен понять вас. Я был на земле. Я говорил с людьми. Я провел тысячи часов в общении с людьми. Я пытался довести до их сознания те вещи, осознание которых стало возможным для меня благодаря тому, что я пожелал расстаться с нереальной частью себя самого и расстался с ней. Однако, как бы просто я не пытался говорить с людьми, только 12 учеников способны были прийти к частичному пониманию даваемой мной истины. И также в ваше время. Как бы хорошо и доступно не давались знания через этого посланника или любого другого, очень мало людей, кто способен в своем сердце понять суть преподаваемого учения. И еще меньше тех, кто желает следовать по этому пути. Мы даем истину открыто. Подходите к нашему столу. Вы можете брать все, чего пожелает ваша душа. И единственная оплата, которую вы должны совершить неминуемо, это ваше нереальное «Я», которое вы должны добровольно пожертвовать на алтарь служения Богу, служения жизни, служения иерархии сил света. Я вижу, как загораются сердца многих, кто читает эти диктовки. Я вижу, как зажигается огонь их устремления. И как печально бывает наблюдать, когда человек вновь возвращается к накатанной дороге, которая безопасна, но которая не ведет никуда, кроме как к смерти. Вы бессмертные духи, и больно смотреть, как вы окружаете себя ненужными безделушками и пытаетесь играть в ваше служение, вместо того, чтобы искренне служить. Как вы умудряетесь совмещать красивые слова о Боге и служении с жизнью, полной мелочных устремлений к карьере, благополучию, беззаботному ничего не деланию. Вам не удастся совмещать эти противоположные вещи бесконечно. Рано или поздно наступит момент, когда вы обязаны будете сделать выбор, кому вы служите. Будете ли вы продолжать служить золотому тельцу вашего мира? Или выберете истинное служение Богу и жизни? Я говорил, что нельзя служить двум господам. Нельзя совмещать служение Богу и маммоне.
2000 лет назад я произнес эти слова. И до сих пор каждый из вас в своей жизни сталкивается с тем же самым выбором. Бог требует вас целиком. Вы не можете торговаться с Богом. Вы не можете говорить: «Вот, Господи, это я делаю для Тебя, а теперь Ты, Господи, сделай то, что я прошу». Какой безмерной гордыней нужно обладать, чтобы допустить ваш торг с Богом? Вы приходите в храм Господень тогда, когда сталкиваетесь с бедами и несчастьями, с болезнями и горестями. И все, для чего вы приходите в храм, это совершить сделку с Богом. Поставить свечку и попросить о благополучном разрешении ваших проблем. Вы серьезно надеетесь, что Бог откликнется на ваши просьбы? Вы считаете, что вы можете купить божественное милосердие вашими жертвами? Богу не нужны никакие ваши жертвы. Ни заколотые тельцы, ни деньги. Бог желает, чтобы вы отдали только одно — нереальную часть вас самих, то в вас, что не от Бога. И это так просто. Но почему-то вы не можете этого понять. Каждый пророк или учитель, приходя в мир, учил только этой великой истине. И сейчас вы получаете ту же самую истину, которую я проповедовал 2000 лет назад. Вы создали совершенные летательные аппараты. Вы летаете в космос. Вы погружаетесь на дно океана. Вы создали совершенные компьютеры и системы связи. Вы направили ваш ум по пути совершенствования иллюзий. Почему при всем развитии вашего ума вы не можете понять простую божественную истину? Потому что ваш ум является плотским умом, умом, который принадлежит вашему миру и служит вашему миру. И ваша первоочередная задача — отказаться от вашего плотского ума. Отказаться от всего, что привязывает вас к вашему иллюзорному миру. Это не значит, что вы должны уйти из дома и нищенствовать. Хотя для кого-то и это будет полезным. Вы должны убрать из вашего сознания любые привязки к вашему миру. Вы можете продолжать жить в вашем мире, но только для того, чтобы своим примером указать путь, по которому вы прошли другим. Каждый из вас идет своим путем. Но по большому счету верным можно считать только один путь. Путь полного отказа от вашего эго
и от любой привязанности к вашему миру. И самым большим грехом будет ваше желание заставить Бога вам служить. Это именно то, на чем поскальзывались многие души. Вы используете божественную энергию для того, чтобы исполнялись прихоти и желания вашего эго, вместо того, чтобы полностью преклонить колено перед Богом и в смирении попросить: «Господи, вот я, возьми меня, используй меня. Я Твой раб. Я ничто, Господи. Ты все». Подумайте над моими сегодняшними словами. Возможно, вам покажется, что эти слова слишком жесткие, или что эти слова не имеют никакого отношения к вам. Однако не торопитесь с выводами и внимательно проанализируйте свои поступки, свои дела. Потому что эти слова актуальны для 99% людей, находящихся в воплощении сейчас. Я вынужден был дать это жесткое наставление, потому что слишком многие нуждаются именно в суровых словах, чтобы позолота иллюзорного мира обсыпалась, пелена спала с их глаз, и они смогли, наконец, увидеть божественную истину и устремиться к ней всем существом, всем своим сердцем. Я знаю, что каждый из вас добьется победы, и каждый из вас выдержит и победит в вашей схватке с иллюзией, которая продолжается миллионы лет, но которой наступает конец. Потому что иллюзорный мир, в отличие от мира божественного, имеет свое начало и имеет свой конец. Поторопитесь на вашем пути в реальный мир, чтобы ворота возможности не закрылись перед самым вашим носом. Я есмь Иисус.